тонким стальным покрытием. Я из бетона. Мне радиация по боку. А тебе хватит и одного снаряда. Как он выжил? Ты отвлек меня от разбора завалов шахты. Что тут у тебя? Он еще жив. Быстрее зайди в его корму и пульни по бомбе ТВ-4. Все нормально, я жив. Просто был близко к эпицентру взрыва. Возвращайся в шахту и ускорьтесь там, пока еще не пришли. Ну кто же начинает с ближнего боя, когда есть пушки? Вперед, парни! Нам нужен адамантий! Он зеленого цвета! Дело сделано! Запасаемся камушками и можем выдвигаться! Может, достать эту штуковину из твоей башки? Лучше не надо! Мне открытая дыра в башне ни к чему! Это последняя телега Бетониус. Надо поспешить и доставить все это нашим профессорам. Зуб даю, что за нами будет хвост, так что держитесь рядом со мной. Ушли, гады! Придется догонять! Преследуй советов и выбей из них весь мой адамантий. За мной, Орда! Догоним этих воров и вернем добро владыке! У нас на хвосте вражеский десант высадился. Ускоряйтесь, парни, я их задержу. А говорили, ты самый сильный ватник. Какой же он мощный, черт побери. Любимые орудия! Нет, нет, нет! Ты зря это сделал! Ходили слухи, что это самый сильный гигант СССР. Теперь у Союза точно нету шансов на выживание. По Бетониусу будто катком прошли. И если мы не найдем, где укрыться, нас ждет та же участь. Перед нами густой лес. Двигаемся туда. Подозрительно тихий лесочек. Обыщите его как следует. Эти воришки прячут в нем наш адамантий. Он нас ищет. Разделимся и найдем укромное место. Азимут 240 в кустах прячется. У Советского Союза только на адамантий и надежда. Я не могу провалить эту миссию. Прочешите каждый уголочек и каждый куст. Эти камни не должны попасть в руки их профессора.
Штаб, прием! Срочно нужна подмога! Наш отряд разбит! Просыпайся, Т-94! Почему вы меня заперли? Я пришел к вам за помощью. Не обманывай меня, старший братец. Ты предал Японскую империю, выступив против Левиафана и нарушив многолетний пакт о ненападении, подставив свои родные земли под удар. Левиафан погубит всех нас без исключения. Ему нельзя верить. Это не наша война, и не предателю решать, что нам делать. Сейчас же отправьте американцам телеграмму с требованием о выкупе за этого предателя. 5 тонн золота? Да они что, с ума сошли? Мы спасем его военным путем, но прежде нужно спасать шкуры Советов. Кроме нас им помощи ждать не от кого, и Дориан им поможет. Надеюсь, я не опоздал. Продолжай подавлять их огнем, Дориан! Ускоряйся, мелкий! У нас угроза прорыва линии фронта! Срочно пришлите сюда Фиджерона! Подмога скоро прибудет, товарищи! Не падайте духом! Как всегда вовремя, без тебя не справляемся. Спасибо, что бы мы без тебя делали? Рад всех вас приветствовать, товарищи профессоры. Ситуация обострилась, и враг пытается проложить путь к нашему лагерю для своих гигантов. К сожалению, хороших новостей нету, маршал. Связь с Бетониусом оборвалась. Фиджерона приходится перебрасывать по нескольку раз от одной горячей точки к другой. Долго мы так не протянем. Наши силы тают на глазах, и вот-вот враг нанесет сокрушительный удар. Путь к логову врага открыт. Приказ никого в живых не оставлять. Этот час настал. Враги пробились к нашему последнему форпосту, и, к сожалению, нам нечем пробивать адамантиевую броню. Сдаваться мы не собираемся, профессор. Не дадим бой врагу. Это последние гиганты СССР, и им нечем тебя пробить, Химас.
Такой мощный и хорошо оборудованный блокпост, и ни единого подбитого демона на подходах к нему. Как такое возможно? Кто-то может мне объяснить? Согласен, на это грустно смотреть, но все наши войска получили приказ на отступление. Это позор для Союза. Похоже, пришли реально темные времена. Здесь совсем недавно кто-то снимал заграждение. Зарядил бы ты снаряд в казенник. Мы вот-вот догоним врага. Осмотрите меня и будьте начеку. Похоже, это засада. Никак нет, это наши мины. 15-20 минут, и я поставлю тебя на боевой ход. Вам лучше поторопиться, за нами хвост. Стоп, машина, вот и они. Это аварийная остановка нам на руку. Открывай шквальный огонь. Дави их в лоб, а я обойду по флангу. Готово, теперь можешь двигаться. Возьмите орудие Иосифа в ручное управление и прикройте меня. Левиафан хочет нас обойти. Сейчас то и состоится наш реванш в равных условиях, 1 на 1. За товарищей! Ты заряжай и наводи мортиру, а я буду вести корректировку. Азимут 182 градуса, дистанция 700 метров. Иосиф горит, мы должны продолжать бой. Как вы посмели огрызаться? Крепкий орешек. Ты допрыгался, демон. Победа за мной. Я его уделал, парни. Вы как? Твоих товарищей больше нету, ты остался один. Левиафан бы ни за что не выпустил нас живыми из этого завода, если бы не ты, Дориан. Эх, знал бы он, что у меня даже снарядов на всех его берсерков не хватило бы, но страх за свою жалкую жизнь овладел им. Завод, вот что действительно жалко терять, это знатно усилит врага. Конвейер запущен, владыке останется лишь демонизировать этих новеньких образцов. Отряд ватников покинул зимний биом, теперь они законная цель, начинаем перехват. Сила договора закончилась, как только мы покинули биом, и теперь нужно быть готовыми к сюрпризам. За тобой контроль тыла, Борис. Огонь открывай по готовности.
КВ-2, помоги расчистить. Нету времени на это. Подрывай. Все нормально, жить буду. Скажите Борису спасибо, что взял удар на себя. Такое вы бы не пережили. А теперь время ускорится. Враг начал атаку. Взрывчаткой гада восстановить не получилось. Придется давить количеством. Вот и враги. Огонь из всех стволов. Одного хватит. Снаряды в боекомплекте этих советов закончатся раньше, чем наши резервы. Вперед! Вперед! Нужно экономить снаряды. Врагов очень много. Закончится БК, пойдем в рукопашную. А пока огонь не прекращайте. Нам нужно пробиться к основным силам. Нас больше, парни. Используем этот шанс. Действуйте как единое целое. Отряд, стойте! Оказывается, эти трое не последние гиганты у врага. Их гораздо больше. Ватники, зачем нам эта бойня отряд против отряда? Давайте выясним все честными дуэлями, пока у одной из сторон не иссякнут силы. Проигравшие покинут эти земли навсегда. Нельзя соглашаться. У них есть адамантиевый Химарс. Его в дуэли не одолеть никому. Нам нужно выиграть время, и я готов отстоять нашу честь в смертельном бою. Хорошо, что они согласились. С нашей стороны пойдешь ты, Химарс. Наваляй их алмазному монстру. Приступим к дуэли. Алмазная броня против адамантиевой. Уважаю твою храбрость, но шансов нету. Похоже, я все, братки. Время разобрать этого бугая на кирпичики.
Бетон отлично поглощает урон от бронебойных и фугасных боеприпасов. Против меня тебе нужны бетонобойные. Цыганский гигант к успеху шел, но не фартануло, встретил бетонную преграду. За такой трофей мне однозначно положена награда. Вот же молодец, такая быстрая победа. Похоже, мы проиграли пари, и наш шаротанк оказался не настолько крут, как немецкий Бетониус. Все может быть намного прозаичней. Шаротанк просто наткнулся на более мощного противника. Мы уже растеряли все надежды на возвращение Фердинанда. Такой герой заслуживает на второй шанс. А вот и ты. Надеюсь, в этот раз ты не сбежишь с поля битвы. Спасибо, что дал мне фору. Благородный поступок. Время начинать дуэль. Как горохом об стену, сейчас я лопну тебя как арбуз. Твоя броня — это настоящее читерство. Без захода в корму у меня 0 шансов. Я не дам себя обойти. Ты проиграл еще до начала битвы. Можете не прятаться, инженеры, я знаю, что вы здесь. Колобок сражался храбро и отважно, поэтому вы заслужили на пощаду. Ваша задача просто выполнять поручения, и вы будете жить. Скоро нас посетит владыка, так что ведите себя как полагается пленникам. Инженеры, у меня для вас есть договор. Восстановите для меня Колобка, и я вас отпущу. От имени всего инженерного коллектива заявляю, мы с демонами переговоры не ведем. Никто нас живыми не отпустит, парни, как только закончим Думаю, мы договорились. Я займусь чертежами прокачки. Левиафан загнан в угол как крыса, осталось лишь схлопнуть этот котел. Меня лишь настораживает эта гробовая тишина. Правильно ли мы поступили, разделившись? Важно сохранить твою ракету Storm Shadow до битвы против Левиафана. Ты же знаешь почему? Знаю, у Левиафана адамантиевая броня, и никому в истории не удавалось ее пробить. Я запущу Storm Shadow ему промеж глаз, орда Левиафана будет обезглавлена. Наконец-то весь мой зоопарк в сборе. В наших землях вражеские войска. Они уже перебили всю нашу разведку и разгуливают по пещерам. Предлагаю разделиться на 2 отряда и закрыть врагам проход в центральные чертоги. КВ и Карл, идите вместе. Одну из пещер я закрою в одиночку, а ты, владыка, займись ремонтом Ямамото. Пара стволов лишними не будут. Нацепи на него столько пушек, сколько сможешь. Стой, кто идет. Дальше движение только по пропускам, либо через мой труп. Ты кто такой?
Глаза разуй, ржавая ты корыто. Я Дориан, герой Советского Союза и народный артист. И вот мой пропуск. Хороший калибр, но моя броня не лыком шита. Время превратить тебя в друшлаг. Он шьет меня насквозь. Это чертовски нехорошо. Еще пару таких попаданий точно выдержит. Товарищ профессор Т-28, демоны украли многое, но на счастье не все. Мы обнаружили кузов советского гиганта, и ни одного. Это Сириус, трижды герой Советского Союза. А это, похоже, Тиран, второй в истории после Ратте демон, который по собственной воле принял сторону добра. Мы же их восстановим. Я однажды сражался с ними плечом к плечу. Обещаю, что достану ресурсы на их восстановление. В этих землях все еще опасно передвигаться малыми группами, поэтому вас прикроет Бурмила. Отправляйтесь на сталелитейный завод и доставьте 400 тонн закаленной стали. Спасибо за такую охрану. Вскоре вернемся. Восстановите кузов, он останется прежним. Все остальные модули будут созданы по новым чертежам. Вижу, все прошло без происшествий. Было несколько засад, но враг меня испугался. Стали как раз хватило на постройку улучшенной башни и мощнейшей гиперзвуковой пушки. Время поставить обновленного тирана в строй. Здравия желаю, товарищ профессор. Как долго я был в отключке. Наша задача найти микросхемы, чипы, сталь. За работу, не теряем ни минуты. А это что еще за мусорщики? Стянули весь металлолом с поля битвы. Сейчас же доложите в центральный штаб, что мы обнаружили чужаков. По данным разведки, в наших землях чужаки, фракция не установлена. Пока они не проявили агрессии и в контакт не вступали, будем действовать на опереждение. Отправишься на усиление нашего отряда разведки для подстраховки. Модуль связи практически готов. Осталось совсем немного. Парни, вы на всякий пожарный оставайтесь в укрытии. Мало ли на что они способны. Эй, вы, чужаки, откуда и зачем пришли? Вражеский объект уничтожить. Защитить ретранслятор. Скорострельные гады. Крепенькие малыши.
Тащите его и эту постройку на завод. Нужно узнать, кто они такие. Плохи ваши дела, парни. Это колонизаторы, и их цель не вы, а ваша планета. По словам КВ, они достаточно сильны. Спешу вас расстроить. Это обычные инженеры. Их задачей было построить ретранслятор для открытия больших порталов и переброски войск. Ты же слыхал, какая у меня мощная броня? Я уже перебил немало таких смельчаков, как ты. Предлагаю тебе сложить оружие. Для твоей брони у меня есть пушка рекордного калибра, а рыцарские латы помогут мне выдержать любой удар. Я пришел сюда побеждать. Осталось выкачать еще 2 скважины, и эти земли нам станут неинтересны. Песок и кактусы пускай забирают ватники. Ням-ням, вкусная советская нефть. Это вам не наша адская бормотуха. Из этой выходит превосходное топливо. Моя броня прям очень прочная. Даю тебе право первого выстрела. Сыграй в лотерею. Эта болваночка эксклюзивно для тебя. Слабовато будет. Получи залп подкалиберных. Первый раз я просто не попал. Сейчас я прицелюсь. Первый раз я тоже не прицелился. Куда же его пробивать-то? Попробую в корпус. Он тоже крепенький. Похоже, придется применить ядерку. Но это мой последний козырь. Придержу его. Возьмем маленькую передышку. Пускай орудия остынут. Здравствуй, товарищ МС-1. Чем таким интересным ты занят? В свободное время я занимаюсь постройкой нового проекта. Все делаю из головы. До чертежей дело пока не дошло. Предлагаю собрать коллегию профессоров и хорошенько проработать чертеж. Мы хорошенько проработали этот чертеж. Как тебе финальный результат? Это именно то, что было в моей голове. Я благодарен вам за идеи. Самое время собрать все нужные ресурсы, и можно начинать постройку. Столько ресурсов на одном заводе я еще не видел. Гигант будет легендарным. Это первый в истории советско-американо-японо-немецкий проект, воплощение всего лучшего из 4 школ танкостроения. Мы готовы начинать сборку. С Богом!
Я именую тебя Борисом. Добро пожаловать в армию союзников. Наша задача прорваться к советскому заводу. Вот и появились все недостатки бетонной брони. Она крошится, а ремонтировать ее не так просто. Придется тебя штукатурить. Но если ты раздобудешь ресурсов, я смогу обшить тебя листовой броней. Она продлит службу бетонного кузова и защитит его. Самое время остановить этих захватчиков. Пока этот гигант здесь, мы не пройдем. Да вы только посмотрите, остальные испугались и прекратили движение. Этой стали должно хватить на нужды профессора. Ты только посмотри, сколько демонов притащил Бетониус. Враг все лезет и лезет. Левиафан ни на минуту не ослабляет свой натиск. Иногда это нам на руку, как в этом случае. По-видимому, Бетониус сильно хочет прокачаться, и он получит эту прокачку. Обшивка 30-сантиметровыми бронепластинами завершена. Он немного утратит в маневренности, но живучесть увеличится кардинально. Спасибо за прокачку. Теперь я готов дальше стирать вражеские отряды в порошок. Ищи укромное место и не попадайся на глаза местным обитателям. Прошлая наша высадка провалилась. Третьего шанса у нас не будет. Дорогие соратники, у меня для вас важный доклад. В наших землях были обнаружены чужаки, они прибыли извне, и по словам Рагера, просто так от нашей планеты они не отстанут. Поэтому с сегодняшнего дня мы уводим патрули абсолютно по всей подконтрольной территории. Парни, будьте бдительны, если этот искусственный танковый интеллект закрепится в наших землях, мы будем иметь еще одного мощного врага. Превосходное подземное укрытие. Здесь ретранслятор точно не обнаружат. Здравия желаю, товарищи солдаты! Ваша задача поделиться на боевые звенья и заступить на патрулирование. Не дайте чужакам закрепиться в наших землях. А вот и первый рядовой солдат. Отправляйся наружу и начинай разведку. С помощью ретранслятора мы каждые несколько часов будем получать подкрепление. Будьте бдительны, был бы я врагом, высадился бы именно здесь, ничегошеньки не видно. Т-26, живо на базу! Доложи, что враги в дубовом лесу, а мы пока дадим им по зубам. Противник уничтожить. Парни, вы целы? Вот же черт, в этом моя вина. Без резких движений. С этого момента ты пленник, и твоя жизнь в безопасности. Прошу, двигайся за мной.
Каким чертом нас вообще сюда занесло? Теперь до конца своих дней будем выполнять поручения Левиафана. Я думаю, Левиафан сдержит слово и отпустит нас. Просто нужно выполнять поручения. Сомневаюсь, что в нем есть хоть капля сочувствия. Закройте свои рты и продолжайте работу. Вы меня утомили своим нытьем. Работайте, не покладая рук, ватники. Это вам не солнечный курорт. Здесь Левиафан ставит задачу, и если она не выполняется, вы идете в переплавку. Нужно что-то придумать, чтобы сбежать. Ты же понимаешь, что живыми нас не отпустят? Если будем выполнять поручения, у нас будет шанс. Не отвлекайся, я не хочу, чтобы меня переплавили. Где это мы? Почему здесь так жарко? Молча тащите повозки и не задавайте глупых вопросов. Это ад. А из них получились неплохие рабочие. Интеллект у них на высоком уровне. Согласен, это не наши бестолковые берсерки. Советские солдаты способны мыслить. Мать честная, вот это да! Вы сдержали свое слово, осталось мне сдержать свое. Вы свободны, ворота завода открыты, у берсерков приказ не открывать огонь. А я же говорил, что нас отпустят. Время демонизировать Колобка. Для тебя есть первая задача. К западу от завода движется отряд советов. Ликвидируй их. Не могу поверить, что нас просто так отпустили. В чем же подвох? Все это потому, что Левиафан танк слова. Смотрите, парни, это разве не по нашу душу? Время испытать новенькие пушки и устроить небольшое сафари на неприятелей. Меткость и пробитие у него зашкаливают. Продолжу сближение, он мне глаза повыбивает. Буду держать безопасную дистанцию. Броня хоть и мощная, но вскоре развалится. Нужно нокаутировать врага, пока есть возможность. Тону его в баню, завалю его в этой пещере к чертовой бабушке. Да как он еще жив с такими повреждениями? Вот же неудача! Самостоятельно мне не выбраться. Дориан оказался не глупым. Дориан, что это с тобой? Не видно, что ли? Сквозные отверстия. Вот что это. Похоже, мне половину модулей выбили и не работают передачи выше второй. А что с врагом? Ты его одолел? Никак нет. Я обрушил на него парочку глыб. Это его задержит. Подлатайте меня. Это лишь на время его задержит. Стоп, машина! Демоны впереди! Нужно нанести мощный удар и проломить себе путь дальше.
Начнем с крупного, после прикончим мелкого. Предлагаю шмальнуть по ним ядеркой. Ой-ой, только не ядерка, в таком узком ущелье нас похоронит заживо. Ух, чудом удрали. Навалитесь, Ратте нужно вытащить. А теперь живо расчистите пещеру, врага нужно добивать. Этого иржавого колобка хорошенько прокачали, оснастили новыми пушками и отправили на задание. А всего, чего заслужил я, это стоять в наряде и охранять завод. Ну и где справедливость? Мы напомним Левиафану о тебе и о твоих боевых заслугах. Колобка могли отправить просто на убой, а тебя сберечь. Мы же не знаем, как обстоят дела на фронте. Повторяю еще раз, я не предатель. Левиафан держал нас под угрозой переплавки. С него достаточно допросов, я ему верю. Солдат, расскажи все, что видел и знаешь. Сначала нас заставили восстановить шаротанк. После нас отправили в шахты на добычу синих камней. Некоторые побывали даже в аду, но выжить удалось лишь мне одному. Синий шаротанк меня не заметил. Нужно собрать отряд добровольцев и отбить наш завод. Ну что, добровольцы, готовы выслушать план? Так точно. Вас ждет долгое путешествие. Необходимо зайти в тыл нашего дальневосточного завода. Потому что, пойдя в лоб, вы рискуете загрузнуть в боях. Удачи, солдаты! Утомило меня солнце. Может, немного передохнем? Ну уж нет, мы торопимся. Эти комары меня скоро доконают. Может, время для привала? Да нет же, у нас задание. Передайте Левиафану мою благодарность. Но зачем мне такие огромные казенники? Что за пушки вы для меня приготовили? Снег мне все приборы наблюдения залепил. Самое время отдохнуть. Мы почти на месте. Соберись уже. В округе могут быть враги. Штаб, проверка связи. Сражение в тупике. И я не могу преломить ход битвы в свою пользу. Демоны тем временем окончательно опустошают нефтевые скважины. Когда уже эта чертова эвакуация? Я не собираюсь погибнуть, прикрывая ваш отход. Тащите, тащите нефть, не останавливайтесь. Пельмень рискует своей жизнью, выигрывая для нас время. Стволы маленько подостыли, время засыпать врага градом ударов. Вот же черт, броня уже не держит удар. Это плохо. Булыжник запрашивает срочную подмогу. Враг практически опустошил все ресурсы в США. Надо бы изгнать врага.
У меня в распоряжении лишь Шерманы. Может, кто-то из вас имеет в распоряжении гиганта? Мой новый проект как раз требует обкатку. Освобождение ваших земель – хорошая задача. Спасибо, я лично возьму командование на себя. Обещаю вернуть всех в целости и сохранности. Брони осталось немного. Надеюсь, скоро эвакуация. Где же подмога, когда она так нужна? Покажем демонам, где раки зимуют. Ну уж нет, на такое я не подписывался. Придется немного поторопить союзничков. Живо, живо, берсерки! У врага подкрепление, и они давят очень сильно. Вскоре уже будут на заводе. Спасайте свои шкуры, пока еще есть время. Похоже, враг отступил, но на всякий случай, тиран, осмотри завод изнутри. Эти демоны знатно потрепали мои родные земли. Следующего такого вторжения я не допущу. Придется построить сильную армию. Чисто. Они так удирали, что даже не все успели утащить в свою адскую дыру. Инженеры, смотрите, кого я вам привел. Он может многое знать про эту планету. Знать я могу много, но рассказывать это вам я не обязан. Спасибо, солдат. Дальше мы сами. Немножко тебя разберем на запчасти, и ты нам все расскажешь, маленький. Лучше ты сам начинай говорить. Наша армия очень большая и мощная. Вам всем не поздоровится, когда сюда приедут наши гиганты. Это ты еще больших армий не видел. И как вы допустили открытие портала? Ретранслятор нужно найти и уничтожить, пока врагов еще не слишком много, и с ними можно справиться силой. Мы, к сожалению, пролюбили этот момент, и теперь придется заплатить маслом наших солдат. Я отправлю КВ-44М, он как раз после ремонта. А мы отправим Бетониуса, у него пушек достаточно остановить даже целую армию врагов. Посмотри, сколько нас, и это всего за несколько дней с начала колонизации. Вы как тараканы, но всех вас ждет переплавка. Вот увидите, захватчики. Разведка, займите наблюдательные позиции и осмотрите окраину леса. Перед началом зачистки мы должны убедиться, что это не ловушка. Немножко осмотримся и сразу же начнем штурм. Врагов встает больше с каждой минутой, пока работает ретранслятор. Внимание всем постам! В западных окраинах леса замечена активность противника. Вызываю поддержку. Здесь нечего разведывать. Под каждым деревом сидит враг. Сравняй весь этот лес с землей. Есть сравнять лес с землей. КВ-44М, прикрывай мою корму и держи дорогу для отхода вместе с разведкой. Я попробую продвинуться. Держитесь звеньями. Мы еще не имели дела с такими гигантами. Начнем прожарку. Уничтожить, окружить, уничтожить. Побывал я на собрании профессоров, и у меня нету хороших новостей. В наши земли вторглась новая фракция. Тиран уже на задании, остался лишь ты, Бурмила, и тебе нужен компаньон.
Я займусь чертежами, а ты займись добычей ресурсов. Будет сделано. Рад презентовать вам чертеж, команда. Это наш секретный проект Уран-2000. Мощная непробиваемая башня, тяжелый бронированный кузов и новейшая ракетная установка с системой автоматического наведения. Все выпущенные ракеты прилетят точно в цель. Набил я еще немного врагов. Все лезут и лезут. Настоящие зомби. Бесплатная сталь с доставкой на дом. За это можно сказать Левиафану спасибо. Пожалуй, этого будет достаточно. Приступим к постройке проекта. Хороший темп, инженеры. Вскоре наши ряды пополнит новый герой. Какая же красота! Обожаю запах свежей краски. Время собрать этого гиганта. Приветствую тебя, воин. Твое имя Уран-2000. Лучше расступитесь, ватники, и дайте мне дорогу, иначе я вас всех сожгу. Передайте следующим постам, пускай заминирует КПП как следует. Его нужно остановить. Мы его потушили и избежали детонации боеголовок, но теперь нужно заняться ремонтом. Ремонт Ваффентрагера займет немало времени. Может, нам помогут нефритовые стражи? Я свяжусь с Рагером. Отряд гигантов по вашему приказу прибыл и ожидает указаний. Эти мины остановят любого и разорвут его гусеницы в клочья. Эти пуколки не могут причинить мне вреда. Можете не надеяться, советы. Ну что, бойцы, время тряхнуть стариной. К нашим землям на всех парах мчится шаротанк в сапфировой броне. Его не остановили ни минные заграждения, ни блокпосты, так что дело за вами. Тебе приходилось иметь дело с сапфировой броней или нет? Слыхал, эта штуковина намного серьезнее алмазной брони. Не рви майку раньше времени. Вот когда встретим Колобка, тогда и проверим его броню на прочность. Ну, вдвоем и с ракетой Storm Shadow мы точно развалим кабину этому демону. Я проехал такой длинный путь, чтобы сразиться против стальных ведер. Ну, это просто максимальное неуважение к противнику. Эй, вы, ватники, даю вам право первого удара. Стоп, машина! Орудие в боевую готовность! Задача остановить врага. Ну и ну, братки, это было позорно. Вам удалось лишь поцарапать мою броню. Обычными снарядами его не взять. Запускай ракету «Шторм».
Это было больно. Откуда у них такое оружие? Ракета прошибла дрянь в его броне. Теперь у нас есть шанс. Твои дыры мы залатали, теперь нужно использовать выигранное время для небольшой прокачки. Надежная титановая броня. Надеюсь, такие бронепластины защитят тебя от сквозных пробитий. Навались! Еще совсем немного, и мы застанем врага врасплох. Вперед! Я готов к установке бронеэкранов. Ты только посмотри, кто вернулся. Вы живы, парни? Слава богу, я уже думал, что вы не вернетесь. Те олухи лупанули по нам ядеркой прямиком в пещере. Мы еле удрали. Рад, что ты тоже цел. Тот проход уже не расчистить. Придется драться с врагом лоб в лоб. Я хотел поджарить ватников, но промазал, и скорее всего они оказались под завалами. Дориана я почти уничтожил, но он завалил проход и отступил. Из 2 проходов остался один. Ну что ж, в кольцо они нас не возьмут, и это хорошо. Отправляйтесь в лобовую атаку, поставим врага на колени, защитим наши адские земли. Парни, а вот и демоны. Я возьму удар на себя. Перед нами Дориан. Стоп, колонна! Дориан мой! Я закончу то, что начал! Ну вот теперь мы сразимся на равных, Ратте. Дальше продолжать движение бессмысленно, видимость нулевая. Но остановившись, мы попросту замерзнем, а топлива у нас не так и много. Укроемся от ветра деревьями и разведем костер. За работу! Ну и погодка, видимость нулевая, так еще и лютый морозище, у меня чуть двигатель не заклинил. Скорее бы в отпуск, поеду в ад и хорошенько прогрею подшипники. Франкенштейн, сейчас твой черед дежурить, снаружи никого нету. Вы что, шутите? Я туда не поеду, я не хочу себе мотор отморозить. Я поеду, вы пока согревайтесь. Боюсь, метель еще надолго, не окоченеть бы здесь. Кто это развел огонь? Может, парни из прошлого наряда? Согреюсь и я. Ну и леса они навалили, смекалистые парни. Демоны на огонь едут, как пчелы на мед. Ну нет, это что, звуки выстрелов? Я только хорошо согрелся. Что за закон подлости? Придется тебе проверить, что там случилось. Ау, берсерки, есть кто живой? Ну и что здесь можно увидеть? Подежурю возле завода. Ты тоже это слышал? Похоже на гул ходовой. Нас будут искать, только лишь метель закончится. Предлагаю открыть огонь в сторону завода и спровоцировать врага.
Вот крысы! И где же они? Я засек его по вспышке выстрела. Теперь мы его поджарим.